Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, мы с вами уже успели несколько раз пообщаться на канале «Страна для жизни». Сегодня вот такой повод, 9 августа. У нас большой стрим на тему года с момента выборов. У нас к вам будут, наверное, больше, конечно, вопросы по экономической части. Наверное, с них и начнем. Как бы вы, Сергей, оценили этот год в экономике Беларуси? Ну вот в целом же было много разговоров, что не дотянет до Нового года, не дотянет до весны, не дотянет до лета, санкции, все рухнет. А тут и доллар укрепляется, в смысле падает, рубль укрепляется, евро не такой дорогой, как мог бы быть. Что, на ваш взгляд, за этот год случилось с белорусской экономикой? Нет, с ней случилось сразу две разных истории. Одна это как бы очень благоприятная внешняя экономическая конъюнктура. Это то, что, в принципе, сейчас обеспечивает рост экспорта и товаров и услуг, особенно по сравнению с прошлым ковидным годом. Соответственно, это то, что обеспечивает стабильность белорусского рубля, ну, в большей его части. Там есть еще одна важная вещь. То есть по сравнению как сказать, со спадом прошлого года, да, то есть как бы демонстрируется некий рост, но он уже сейчас начинает замедляться по причинам, на самом деле, внутренним. И вот это самое главное. То есть вопрос даже не сколько внешних санкций, они сейчас практически только начинают работать. Главным образом через финансовый механизм, а вовсе не какие-то товарные вещи, не экспортно-импортные контракты. Просто так они построены, они, скорее всего, начнут свою как бы силу показывать после начала следующего года. Вот. А внутри происходит то, что, в общем, с самого начала ожидалось. Кризис внешней и внутренней легитимности и приводит к спаду экономической активности, как внутренних, так и иностранных инвесторов. То есть мы имеем внутри страны полноценную потребительскую рецессию и полноценную инвестиционную рецессию. Вот, власти пытаются как бы затыкать эти дыры в провалы значит, в внутренних инвестициях государственными средствами, наращивая бюджетный дефицит. Вот, но все эти усилия, они натыкаются на довольно жесткие действия Нацбанка, которые примерно с осени он действует таким образом, что он боится на самом деле выполнять заявки коммерческих банков по, значит, увеличению денежной массы по той простой причине, что та самое недоверие к экономике, то самое недоверие к белорусскому рублю моментально бы привело к тому, что этими рублями стали бы играть против него самого, то есть они оказались бы на бирже. Вот. Ну и третий момент связан с тем, что как бы то есть отсутствие конкуренции внутри страны и ужесточение вот этой вот монополизации, которая сейчас происходит, борьба с частным бизнесом, фактически денег нет, и мы видим, как они находятся. Борьба это выражается в том, что фактически работает механизм долговой ямы, да, то есть идут по списку, власти смотрят, кто может заплатить там несколько десятков на миллионов долларов за то, чтобы какие-нибудь обвинения о неуплате налогов или чем-нибудь еще были с него сняты и так далее. Ну, то есть это все приводит к тому, что мы имеем, еще раз говорю, что такие вот две разных экономики. Экспортный сектор чувствует пока еще себя более-менее нормально. Внутри страны мы видим рост инфляции, мы видим подавленную экономическую активность, мы видим недоверие к собственной финансовой системе, выражающемся в постоянном уже на протяжении многих месяцев, нескольких кварталов сокращении депозитов, причем в основном именно валютных депозитов, сокращение инвестиционной активности, причем и внутренней, и внешней. То есть, вот полноценную рецессию мы сейчас имеем. И ситуация настолько, как мы понимаем, настолько сильно отличается от пропагандистских заявлений, что все в порядке, как бы санкции, там наши скандалы над ними смеются, там мы сбьют, там мы крепчаем, что все меньше уже экономической статистики становится доступно для анализа. Ну, то есть понятно, для чего она засекречивается, потому что там явно происходят не те вещи, которые властям хотелось бы демонстрировать. Сергей, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд,
Стоит ли, потому что многие ждут, вот стоит ли многим продолжать ждать того момента, когда подействуют экономические инструменты санкций, когда экономика внутри страны ляжет, и вот тогда начнутся реальные перемены и приблизится то самое, о чем все мы там в течение года ждем и мечтаем. Стоит ли этого ждать, либо все-таки не стоит так полагаться на экономическое чудо? Вот в этом случае так, наверное, надо обозначить. Ну, дело в том, что я уже как-то многократно об этом говорил, экономика на самом деле уже сыграла свою решающую роль в той революции, которая случилась и продолжается. Процесс не быстрый, ни одного дня, который начался как раз год назад. А смысл заключается в том, что то есть большинство тенденций, про которые я говорил, они ведь не новые, они просто-напросто ускорились и стали более, что ли, интенсивными и, как сказать, в размере выросли, да, но все эти тенденции, про которые я говорил, они были уже раньше. И именно потому, что они происходили, именно потому, что люди не видели, в случае, если ничего не изменится, не видели перспектив для себя, да, то есть вот начало волны иммиграции, причем иммиграции в основном на Запад, причем в основном людей, как сказать, с высокой квалификацией, да, там, вот эта потеря человеческого капитала, ощущение того, что если сейчас не изменить ход страны, да, то вот это гниение продолжится и дальше. То есть вот эти экономические факторы, они уже сработали. Я уже говорил о том, что социальные революции, они начинаются не тогда, когда ситуация сильно ухудшается. Они случаются тогда, когда происходит крушение надежд на дальнейшее улучшение. И именно вот это ощущение того, что мы голосуем против безнадежности будущего, и привело такое количество людей на избирательные участки, заставило голосовать против Лукашенко. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации, но оно неизбежно будет просто в силу того, что, вы же видите, сейчас экономика вообще не в приоритете у этих властей, это правительство силовиков, это правительство в погонах, да, то есть плюс как бы мы видим, что вот этот кризис, внутренний кризис легитимности, да, он приводит к тому, что мало кто на самом деле внутри хочет работать всерьез на, так сказать, создание богатства в этой системе. То есть люди, работают на поддержании штанов, да, но не в госаппарате, не в частном секторе, не где-то еще, не в бюджетном. Значит, особого рвения никто не демонстрирует. Больше того, очевидно, что власти даже боятся, что, значит, как сказать, их... То есть приходится ставить, сказать, чуть ли не отдельный новый появился институт, как сказать, помощников президента, фактически такая вторая вертикаль, такая военная силовая вертикаль, которая, значит, наблюдает за вот этой вот президентской вертикалью. И в этих условиях понятно, что экономика нормально развиваться не может, она будет ухудшаться дальше, но фокус заключается в том, что нынешним властям по большому счету на это плевать. Они считают, что загоняние экономики вот в депрессию – это вот нормальная цена за то, чтобы сохранить политический контроль над ситуацией. Но тут проблема в том, что это такой самоподдерживающийся механизм. То есть вы принимаете меры, которые, как вам кажется, убирают всякую фронту, там, всяких несогласных там, и так далее, фактически душите любую инициативу. Тут мы говорим не только о гражданском секторе, да, но и вообще любая инициатива от предпринимательской до исполнительской. Естественным образом вы ухудшаете экономический рост и приводите, вероятнее всего, даже к спаду по итогам этого года и так далее, у вас оказывается меньше ресурсов для того, чтобы обеспечивать лояльность аппарата. Ну, то есть это вот такой вот, как сказать, порочный круг, в который вот сейчас власти попали, и никаких денег из-за рубежа, там, из серии там, прийти, опять рассказать о славянском братстве, там, о защите России, там, получить какие-то средства для того, чтобы рассчитаться с предыдущими долгами, их, как мы видим, абсолютно не хватает. Ну, то есть это вот такая вот ловушка, из которой, как мне кажется, просто на самом деле выхода нет, потому что, еще раз говорю, ключевым является то, что все знают, все осознают то, что Лукашенко на этих выборах проиграл. И именно поэтому вот наблюдение за тем, что он там делает,
как бы такое вот, что ли, ожидание и людей, и обывателей обыкновенных, и госаппарата его самого, потому что он постоянно говорит им: ребята, ребята, хватит, там, выходите из-под плинтуса и все остальное, начинайте уже что-нибудь делать. Ну, то есть, как бы, и ресурсов все меньше, и желания все меньше. Вот, ну, то есть мы пока вот наблюдаем такой период, как, помните, такая была хорошая метафора, о которой тренеры говорили, Тимановская, да, чем больше дергаешься, как муха в паутине, тем больше, значит, в ней завязаешь. Это вот метафора, на самом деле, сейчас, которая описывает действия Лукашенко. Вот. И это видно очень хорошо, потому что все его инициативы, значит, сделайте мне хорошо, там, хочу, там, чтобы было вот это, вот это, вот это, приводит к тому, что начинает работать закон непредвиденных последствий. То есть результат от инициатив власти регулярно оказывается отрицательным. Вот. Ну и пока, еще раз говорю, к сожалению, проблема заключается в том, что при нынешней политической системе, при нынешней установке никакого нормального экономического роста быть не может. Да, это как бы никто не может, ну то есть не может работать экономика концлагеря, управляемая там правительством в погонах. Это давным-давно известно. Но позволить инициативу сейчас Лукашенко не может, и поэтому вот в эту ловушку он и попал. Сергей, еще вот немножко вопросы про финансы, деньги, экономику. 23 августа вроде бы как подписывается какой-то документ, согласно которому вот он 1 миллиард долларов от МВФ для Беларуси. Ну там на прохождение последствий кризиса, вызванного ковидом и так далее. Вот Украина получит почти 3 миллиарда, там 2,7, и вот миллиард для Беларуси. Представители демократических сил, например, Павел Латушко, вот и в своем инстаграме, и в эфирах постоянно говорит о том, что можно сделать так, что эти деньги заморозятся и, собственно, не попадут в руки к режиму. Как вы думаете, возможно ли это и что для этого стоит сделать самим белорусам и представителям демократических сил, лидерам оппозиции? Ну, в принципе, теоретически это возможно. Значит, смотрите, о чем идет речь. Это не выделение денег на самом деле, это увеличение квоты как бы вклада, что ли, Беларуси, да, в вот этот самый уставной фонд этого вот МВФ фонда фактически, да, там, где каждая страна имеет определенный вклад своей страны, и, соответственно, это и есть пропорция голосов, с помощью которых они потом принимают решения на общем совете директоров. Вот, то бишь, и потом пропорционально этой квоте могут выделяться средства в виде кредитных ресурсов, в виде каких-то там программ и так далее, и так далее. Значит, то есть там, строго говоря, значит, вот это вот увеличение этих квот, увеличение этого фонда уставного, это решение автоматическое, но вот дальнейшее использование их, в принципе, может быть политическим действительно. То есть вовсе не таким автоматическим, как вот у вас деньги на счету получились и появились, и вы, соответственно, там легко ими можете воспользоваться. Есть прецеденты, в которых вот как раз эти средства, эта квота недоступна для там, стран по причине как раз их значит, вызывающего внутри и внешнеполитического поведения. То есть, в принципе, это, как сказать, ну, неплохая попытка, и, в принципе, можно попытаться, в общем, этого добиться. Ну, шансы этого не нулевые на самом деле. И еще раз говорю, что это не автоматически эти деньги попадают в распоряжение белорусских властей. Спасибо, Сергей, за это пояснение, потому что тема такая достаточно педалируемая. Важно понимать, что не все так плохо, ну, странно в этом случае звучит, но что не все так плохо, как казалось бы. Вряд ли режим получит еще 1 миллиард на финансирование силовиков. Если оторваться, Сергей, от экономических всех дел и вопросов, лично для вас, вот этот год, революционный год, год невероятных изменений вообще в гражданском обществе в первую очередь, как он прошел для вас и на какой стадии вот вы сейчас находитесь по вашим ощущениям? Были какие-то невероятные надежды в начале, ощущение, что вот-вот уже скоро, потом стало понятно, что все затянется. В какой эмоциональной точке вот лично вы сейчас, спустя год? Ну, дело в том, что я был, как сказать,
большим оптимистом после итогов выборов, на самом деле, несмотря даже на все вот то насилие, которое последовало и прочее за этим. По той простой причине, что, в общем, как сказать, по-прежнему работают те же факторы, на основании которых я оптимистом являюсь. То есть самое главное, что случилось 9 августа прошлого года, это то, что вся страна, в общем, в едином порыве сказала, как бы, нет, мы не хотим жить так дальше. Вот, и очевидно совершенно, для всех совершенно очевидно, для даже госчиновников очевидно, там самых, как сказать, приближенных к Лукашенко, помните, там Маккей говорил о том, что, ну, конечно, там о цифрах можно спорить, значит, которые там на выборах были получены, но там ни у кого, мол, нет сомнений, что он выиграл. Ну, в общем, когда произносится фраза «о цифрах можно спорить», это означает, что никто не верит. Даже там, внутри, никто не верит в те нарисованные 80%. И Лукашенко постоянно, вот весь год, там, включая там Всеблорусское народное собрание, оправдывается за эти 80%, рассказывая о том, что вы просто вот поверьте мне, там есть какие-то соцопросы и так далее, и так далее. То есть ощущение народа, ощущение как сказать, госаппарата, ощущение внешнее, на внешнем контуре. И здесь надо отдать должное там, Светлане Георгиевне Тихановской, потому что она поддерживает постоянно Беларусь в центре международной повестки дня. Но в последнее время, как вы видите, там и сами власти очень активно помогают в этом вот своими неуклюжими действиями. Да? То есть вот это вот понимание того, что Лукашенко уходящая натура, что он с треском проиграл эти выборы, и что все, что у него осталось, это эскалация, то есть вот голое насилие, да, и причем ради этого голого насилия, ну, можно сколько угодно рассказывать, как ты великолепно победил, там весь год он рассказывает, как он победил и как у него все под контролем, да, но при этом, значит, как сказать, победитель никак не может успокоиться, да, и все там ищет каких-то новых врагов, там ему и заговоры создают, там и какие-то и террористические акты, там и покушения, там и чего только нет, в общем, вот производство, значит, вот этих вот телестудий, спецслужб и прочее, да, то есть говорит о том, что успокоиться он не может. Это означает, что он сам тоже прекрасно понимает, что никакой внутренней легитимностью он не обладает, управлять он может ближними своими, только страхом и тем, что, ну, что называется, куда вы денетесь с подводной лодки, да, там огромное количество людей повязано просто кровью и так далее. Вот. И вот эта ситуация не поменялась. Другое дело, что я поначалу просто думал, что, как сказать, вот этот ближний круг, что ли, ну, он обладает несколько более крепкими орешками, да, как там сейчас принято говорить, у них там какая-то мания насчет крепости орешек. Вот, и они в конечном счете могут все-таки в какой-то момент, да, вот этот маразм остановить, потому что очевидно совершенно, что сейчас делает Лукашенко, он просто отрезает себе все пути к отступлению. Он не может остановиться в этом, как сказать, в нагнетании репрессий, потому что это моментально будет расценено как признак слабости. С другой стороны, он понимает, что на этом пути тоже ничего добиться нельзя. И самый такой, скажем так, тяжелый период у меня был вблизи мая этого года, когда вот накануне того, когда случились вот этот набор событий значит, атакой на Тутбай, атакой на Белсат и посадкой самолета одновременно. Это все одна неделя была. И вот после этого я понял, что на самом деле теперь как бы он попал, вот он сам себя загнал в ситуацию, из которой уже точно выхода нет. Это вот тот самый момент, когда из категории, то есть из, знаете как, всему миру, в общем, было плевать, что есть какой-то там абсолютный правитель, там, ну, где-то под боком, который, ну, очевидно нарушает права человека, но, в общем, проблем мировому сообществу не создает. После этого стало понятно, что речь идет о полноценном таком режиме изгоя, который представляет из донора стабильности, да, мы превратились в донор проблем для ближайших соседей. Больше того, теперь очевидно, что это происходит
Не просто потому, что там выборы были проиграны, там и репрессии начинаются, а потому что такова политика властей, да, вот, я имею в виду в том числе вот этот иммиграционный кризис и так далее. Мгм. Вот, и чем больше я смотрю на последующие, то есть я считаю, что вот этот вот месяц, он был переломным. После него мне стало понятно, что поражение Лукашенко неизбежно, потому что вот это тот самый случай, когда он очень боялся оказаться как сказать, в глазах всего мира избирателей, политиков западных и самих западных политиков, которые в первую очередь ориентируются на мнение своих избирателей, что он окажется в ряду вот этих самых вот чудовищ, да, там, которые он постоянно вспоминал, там, Милошевича, Хусейна, Каддафи и так далее. И сейчас вот буквально на этой неделе мы видели, как вот этот термин rogue state, да, значит, режим изгой, он уже вовсю начинает применяться, то бишь теперь ни у кого нет иллюзий, с какого рода режимом мы имеем дело. То есть никакой сценарий, вот самый страшный сценарий, который мог бы был быть, да, это вот, знаете, как проходит какое-то время, и Запад решает, что, ну, в принципе, давайте, что уж там, давайте снова вернемся к какой-то нормализации. Теперь очевидно, что никакой нормализации быть не может, потому что, может быть, даже какие-то политики бы этого хотели, но ни СМИ, ни избиратели их теперь уже этого просто не позволят. Да? То есть вот этот вот call to action, он уже очевиден совершенно. И то, что нужно что-то с этим делать, да, с человеком, который, ну, в общем, совершает какие-то, ну, совершенно безумные вещи, там, провоцируя кризис, там, который может привести чуть ли не к военному конфликту, постоянно обвиняя в этом другие стороны. То есть я бы сказал так, что вот с мая там страх, что ли, того, что может быть хуже с точки зрения там персональной, да, там угроз каких-то личных, там безопасности, еще чего-то, да, размера и широты интенсивности репрессий, он, конечно, вырос, но и при этом ощущение того, что, как сказать, то есть надежда увеличивается, и мы движемся, в общем, в направлении и наблюдаем, в общем, как сказать, агонию на самом деле этого режима. То есть поведение Лукашенко – это поведение смертельно раненого зверя. Он очень опасен в этой ситуации, но это именно смертельная рана. И вот основной вопрос был, как я уже говорил, в том, действительно ли это рана смертельна, и похоже, что таки да. То есть вот это с лета этого года становится все более очевидно. То есть вот таковы мои наблюдения личные. Сергей, вот эта смертельная рана, не поможет ли в этом случае залатать ее, там, наклеить какой-нибудь временный финансовый пластырь на нее сосед восточный? Не поможет ли Россия в этом случае Лукашенко продержаться еще какое-то время? И нужно ли это самой России? Как бы вы сейчас эту ситуацию оценили? Вот насколько сейчас Лукашенко токсичен для Кремля? Потому что все реже об этом говорится как-то. Вот. Как вы это видите? Ну, я бы сказал, что последние недели, мне кажется, тоже мы наблюдаем какой-то осторожный разворот в позиции России. Значит, смотрите, поначалу, конечно же, как в силу вот такого, что ли, неформального диктаторского интернационала, конечно же, Путин, безусловную поддержку Лукашенко продемонстрировал, да, оказал там на словах, на деле, деньгами и прочим, да, потому что у него самого, в общем, ситуация близка тоже к социальной революции, и он никоим образом не хотел бы показывать ничего подобного, никакого позитивного сигнала для своей собственной оппозиции. Вот, и мы помним прекрасно, какое шельмование шло там фактически ничем не отличающийся от нашей пропаганды, и Светланы Тихановской, и там остальные центры оппозиции и прочее, прочее. И тогда же существовала такая точка зрения, которая мне не очень нравилась, но что, мол, без России вопрос с Лукашенко решен быть не может. И эта точка зрения даже, в общем, как мне кажется, разделялась многими политиками на Западе. Сейчас, мне кажется, ситуация такова, что, во-первых, все меньше свидетельств того, что сильные мира сего, вот тот же Байден, например, США, хотят вообще как-то учитывать
позицию России. Россия сама бы очень этого хотела, но Байден фактически косвенно признал, что, в общем, ирландцев просят не беспокоиться, да, там мнение верхней вольты с ракетами как-то вот не очень нас интересует, да, и Байден не считает это естественной зоной влияния там, России, что этот сукин сын его сукин сын, и разбираться с ним можно только там, значит, через Путина. Вот, это с одной стороны, а со второй стороны, мне кажется, что и внутри России мы начинаем видеть поворот в сторону того, что, ну, вот к пониманию того, что Лукашенко не является той самой картой, той самой лошадью, на которой имеет смысл ставить, потому что, ну, вот, это загнанная лошадь, да. И как бы не хотелось, там, как бы неприятно не было бы, например, там, истеблишменту российскому иметь дело с там, представителями, победившей там, на выборах оппозиции, ну, выборы, которые были украдены, но при этом, как сказать, международное признание постепенно растет, а Лукашенко все больше превращается в это самое посмешище изгоя, рано или поздно, да, вот этот реал-политик, он должен начать проявляться, мне кажется, что уже устами журналистов, по крайней мере, колумнистов, это начинает, в общем, звучать. И мне кажется, и последнее, что я хотел бы сказать, когда сама Светлана Георгиевна Тихановская говорила о том, что то есть вот ее позиция по России, она поменялась именно, по-моему, потому, что она поняла, что уже не находятся ключи, что ли, от трона, да, в Минске, в Москве. Вот, что, мол, практически вот этими же словами она и говорила, что нет необходимости нам искать поддержку там, наоборот, Москва рано или поздно вынуждена будет иметь дело с тем, кто фактически, в общем, является, как сказать, победителем на этих выборах и тем, кто, за кем будущее, а не за тем, за кем прошлое. То есть вот я бы сказал так, что Россия в какой-то момент играла определяющую роль. В последнее время она все больше, как мы видим, дистанцируется, все больше начинает играть фактор личной неприязни, а он действительно присутствует, он очень давний. Ну, помните, да, вот это вот как бы заставлять, как напоминала картинка, исполнить операция «И», да, там, ныряй в прорубь, там, в в Черное море 18-градусное, да. То есть вот примерно такое отношение на приемам было Путина к Лукашенко. Вот, он, конечно, хотел бы себя демонстрировать как человеком, который в чем-то решает, но в действительности, мне кажется, он сам понимает, что это, и вот еще одна мысль, которую я хотел бы сказать, последняя на эту тему, он начинает понимать, что в действительности из-за вот на этом пути он сам становится скорее марионеткой Лукашенко, да, что Лукашенко им играет, и он его втягивает, вот этот самый возможный региональный конфликт, который Лукашенко нужен, потому что позиционно он проигрывает, а если позиционно вы проигрываете, надо искать какие-то тактические осложнения, да, как в шахматах это бывает. Вот, и поэтому мне кажется, что мы близки вот к наблюдению вот такого разворота, что ли. Он не будет быстрым, но все меньше на самом деле интересно слушать вот эти сказки там о славянском единстве, и все больше будет разговоров о том, что там как это, Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши денежки, где же политическая реформа, где же транзит власти, где же значит, референдум по Конституции, где парламентская республика, где там наконец появится, когда будет зарегистрирована там пророссийская партия, и все вот в таком вот духе. На ваш взгляд, что должно произойти, чтобы Кремль потребовал вот этих вот вещей как можно скорее исполнить? Какой должен быть триггер для Кремля? Потому что, ну, по ощущениям же, Сергей, это продолжается уже год, и все мы год видим, что именно это и педалируется ну, вот, в повестке российской, в разговорах, там, в этих встречах непонятных то в Сочи, то в Питере. Все мы понимаем, что там идет речь вот именно об этом. Что должно случиться? Наверное, что должен сделать, что должен выкинуть, вытворить Лукашенко для того, чтобы на него окончательно надавил Кремль? Ну, на самом деле, я не думаю, что Кремль на него может каким-то образом надавить. Он может просто денег не давать.
да, там, ну, точнее, он и так их не дает больше, чем там необходимо, чтобы Мгм. просто не произошел дефолт по долгам уже предыдущим России. Вот. Инструмент влияния всегда был очень ограничен. Лукашенко, как мы понимаем, и с Конституцией, и с референдумом, и с политическим транзитом, и всем он просто пытается, он понимает, что если он пойдет по этому пути, то его позиции никак вообще не усиливаются, да, там можно попытаться какого-то преемника назначить, я там знаю, многие аналитики говорят, он может легко это сделать, может, Мгм. но от этого никак не станет лучше там режима, наоборот, легитимность его будет еще меньше, чем даже та минимальная, которая есть сейчас. Вот, то бишь у Лукашенко нет никакого пути, кроме как динамить, да, там, вводить за нос и имитировать этот процесс, а у Путина нет никакой возможности заставить, на самом деле, то, чего бы он хотел. И, может быть, даже это и хорошо для Беларуси. В данном случае, как бы, вот, чем меньше таких рычагов воздействия, тем, может быть, и лучше в действительности. То есть максимум, что он может, это вот обидеться и просто сказать, ну вот, как бы, а теперь мы там подождем и понаблюдаем там со стороны и посмотрим, чем это все закончится, и потом, может быть, поддержим того, кто в итоге окажется окончательным победителем. И это, кстати, очень распространенная позиция России. Они очень любят, как сказать, они очень неэффективно вмешиваются в дела других государств. Мы же помним истории, там, как политики, которые поддерживал Кремль, там регулярно проигрывали выборы. А вот все истории Кремля во внешней политике, это такая, знаете, такая история из серии «Солнце зашло, потому что петух прокукарекал». То есть вот происходит что-то, и тогда уже Россия говорит, а вот это же все мы, это мы там, значит, поспособствовали такой там трансформации и так далее. То есть я думаю, что в конечном счете они сделают примерно такой же кульбит и скажут, что там, скажем, не знаю, там поддержка временного президента там, Светланы Тихановской, да, там, назначение новых выборов находится в абсолютных интересах Кремля, там, значит, и то, что там удалось, там, произошел уход от власти человека, который потерял там легитимность, является там в интересах стабильности в регионе, вот что-то подобное. То есть я бы как раз, еще раз говорю, я бы не хотел каких-то резких шагов со стороны России. Самое, как мне кажется, позитивный сцена сейчас, да, это ее осознание малого количества рычагов, каких у нее есть, и просто, так сказать, готовность, ну что ли, не мешать тому, как события развиваются. Ну, хотелось бы верить, что вот это вот смирение с самостоятельностью белорусского народа, оно случится с Кремлем когда-нибудь. Сергей, не будем вас больше задерживать, и раз уж мы, повторюсь, обсуждаем это все с нагоды, вот на русском не Да-да. вспомнил, с нагоды 9 августа и года после выборов, что бы вы сейчас сказали всем тем белорусам, которые остаются в Беларуси, кто-то продолжает борьбу, кто-то впадает в депрессии, вы, как мы знаем, сейчас уже не в Беларуси, Да. вот туда посыл на родину всем тем, кто смотрит это видео. Я уже на самом деле, ну, как бы говорил о том, что единственное, что я могу сказать, да, это первое, это как бы не теряйте надежды. Вот, это с одной стороны. И по мне кажется, что последние месяцы показывают, что, в общем, режим самостоятельно сам себе, несмотря на все разговоры о заговорах, способен наносить там травмы, да, там, как они любят говорить, несовместимые с жизнью. Вот. При этом, как я еще раз об этом уже говорил, это действительно с точки зрения персональной безопасности одно из самых опасных времен. То есть я значит, призываю вот не поддаваться на, знаете, этот вот в последнее время распространенный дискурс там, а вот есть герои, там, а есть не герои и так далее. Значит, э, героями могут быть единицы, это не может быть совет данный там или стандарт, которому должны следовать абсолютно все. То есть в этой ситуации слабость режима заключается в том, и почему на самом деле невозможен полноценный
тоталитаризм, которого они пытаются сделать, потому что у этого режима нет союзников, нет интересантов, за исключением вот буквально силового аппарата. До тех пор, пока никто не хочет, что называется, проявлять инициативу, да, там, сотрудничать, что называется, там, с оккупационной администрацией, или, как я говорил, там, если уж вы оказались, значит, в гетто, то не идите работать в Юденрат, да, не проявляйте рвения. И, как сказать, думайте о том, что все вы, значит, все ваши здоровье, все ваше умение, интеллект, усилия и так далее понадобится очень скоро новой Беларуси. То есть вот как-то, а еще раз говорю, здесь нет такого какого-то универсального рецепта, да, и уж тем более было бы там подлым, находясь в безопасности за рубежа, призывать к каким-то действиям. Поэтому я говорю о том, что сейчас главное действие – это нежелание оказывать поддержку вот этому режиму, там, спасая его самого от его же собственных, так сказать, действий, приносящих ему же самому вред. Спасибо большое, Сергей, и надеюсь, что в ближайшие недели мы с вами вновь пообщаемся, и ситуация изменится в нашу пользу.